Всем привет! В этом видео приготовим салат оливье, который обязательно порадует близких и удивит гостей. Если вам интересно, смотрите дальше. Первым делом надо подготовить блюдо из мастики. Рецепт мастики уже есть на канале, ссылку оставлю в описании. Чтобы добиться мастики цвет примерный такой, который был у миски классический, в которой подавался оливье, он такой кремового цвета, я смешала немного желтый и немного красный гелевый краситель. Понемногу добавляла и смотрела на оттенок мастики. Далее мастику надо раскатать нужного диаметра, но в идеале не слишком тонко. Чтобы придать нужную форму, я буду использовать вот такое металлическое блюдо. Промазываю очень тонким слоем растительного масла, чтобы мастика потом не прилипла. И ставлю на это блюдо мастику. Аккуратно надо сгладить все складки, не спеша. Складки обычно образуются, если мастика слишком эластичная, мягкая, тогда мастика тянется, и очень трудно обтянуть, чтобы не образовались складки. Второе, если мастика слишком жесткая и толстая, тогда тоже довольно сложно. Работая с домашней мастикой, чем больше работаешь, тем лучше понимаешь, какой консистенции, какой толщины она должна быть, чтобы было удобно работать. Срезаю лишнюю мастику, сглаживаю срез и оставляю сохнуть. В идеале оставить мастику высыхать как минимум 24 часа. Но так как у меня не было времени, я к мастике добавила СМС-порошок, чтобы она быстрее высохла. И вот так срезаю дно, чтобы поступал воздух, и мастика и с той стороны, где она прикасается к блюду, она тоже будет подсыхать. Пока мастика сохнет, я подготовила медовые коржи. Рецепт есть на канале, ссылку оставлю в описании. Это тесто для медовика удобно в том, что коржи не надо раскатывать. Торт пропитывается с кремом очень быстро. По вкусу он даже вкуснее классического медовика. А мой вкус, он с очень ярким вкусом, очень нежный, вкусный. Конечно, надо использовать очень качественный мед. В этот раз я тесто распределяю по кольцам примерного диаметра, какие мне нужны для тазика, который я уже подготовила из мастики. Через пару часов смотрю на мастику, она подсохла, но еще полностью не высохла. И так как мне нету времени ждать, я делаю надрез, чтобы снять мастику с этого тазика. Беру другой тазик и вот так переворачиваю и снимаю мастику, чтобы нигде она не потянулась, не повредилась, не поменяла свою форму. Если мастика полностью высохнет, то она, конечно, будет гораздо удобней. Она уже будет держать свою форму. Потом мастику перекладываю в то же самое блюдо, над которым я уже ее сушила, только сейчас я ее внутреннюю часть кладу. Это потому, что мне мастика еще не просушилась, но я уже буду собирать торт. Надо подогнать вот этот разрез, чтобы он встык был, чтобы все было ровно и красиво. Отрезанное дно тоже из мастики кладу. И потом все это дело я промазываю растопленным темным шоколадом. Я выбрала именно темный шоколад, так как темный шоколад более стабильный. Промазываю растопленным шоколадом, чтобы изолировать мастику. Слой шоколада можно делать тонкий, можно делать более толстый. Крем обычно для медовика идет сметанный, но мне очень нравится творожный крем. Можно перемешивать творог, сметану, сливки. Можно брать просто творог и сливки.
или сметану и сливки. В любом случае крем получается вкусный. С добавлением творога крем у нас будет более густой. Миксером взбиваю жирные сливки, творог, сахарную пудру, ваниль и сметану. Взбиваю до образования такой густой массы. Кладу ложечку крема на застывший уже шоколад, потом слой бисквита. И так я собираю весь торт. Собирать я буду до того уровня, где кончается слой шоколада. Это для того, чтобы крем не пропитал мастику и мастика не стала влажная. Такой торт пропитывается примерно за 2 часа. Он уже будет идеально мягкий, сочный и можно будет уже дегустировать. Последний корж я промазала совсем тонким слоем крема. Покрываю пищевой пленкой и ставлю примерно на час-2 часа, смотря сколько вам время позволяет. У меня, конечно, времени не было, я поставила на час в холодильник, чтобы торт стабилизировался и можно было извлекать. Вот так я переворачиваю. Немного надо потрясти, и торт отсоединяется от металлической чаши. Мастика хорошо держит форму, все идет по плану. Для ингредиентов салата оливье я не буду использовать заготовки из мастики. Мне это кажется невкусно. Морковка — это у меня курага. Такие зеленые мармеладные конфетки — это как маринованные огурцы, зеленый горошек, что-то наподобие этого будет. Дополнительно зеленый горошек я подготовила из йогуртового желе. С помощью молда сделала вот такие как шарики. Разные консервированные фрукты. Колбасу я сделала из тоже йогуртового желе. Подробный рецепт оставлю под видео в описании. И еще можно использовать маленькие маршмеллоу, которые я уже перемешала с йогуртом. Все это наполняю сверху на торт, посыпаю кардамоном, это как бы вместо черного перца. Из мастики еще добавила вот эту черную часть, такую полоску. Но скажу, что такую полоску из мастики лучше добавлять в том начальном этапе, где мы просушиваем мастику. Почему? Потому что мастика высыхает, и потом к ней приклеить дополнительно эту полоску из мастики уже сложно, она не держится. Мне кажется, салат получился довольно реалистичный, даже несмотря на то, что торт выпекался, собирался, украшался за 8 часов. Торт транспортировался 2 часа, доехал без проблем и еще дополнительно стоял на столе примерно час. И мастика хорошо держалась, ничего не деформировалась, и получается довольно такой интересный, вкусный, удивительный подарок, угощение, украшение стола на праздник. Если вам понравился видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, рецепты, эксперименты. Всем пока!